Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас решила посмотреть расклад. Я его периодически делаю на своем канале, но как бы меня просили его смотреть почаще, вот решила все-таки посмотреть его почаще. Что бы он сейчас хотел вам сказать? Да? Вот такой расклад будет на 4 королей. И выбираете по стихиям короля, либо по преддиагностике, которую я всегда делаю для того, чтобы вы понимали, что вот этот человек со мной резонирует. Да? И я как бы, не то что призываю, а я за то, чтобы человек выбирал так, как ему подсказывает его интуиция, его внутреннее «я». Итак, давайте посмотрим, какой король будет первым. Так, что здесь у нас такое? Посмотрим атмосферу, которая сейчас у него, да, которая может быть в ваших отношениях с ним. Сейчас посмотрим, что нам карты расскажут. Вот первый король вышел. И это король мечей или король воздушной стихии. Король, который имеет меч справедливости, который обладает логическим умом. Но я уже не буду это все рассказывать, расписывать. Но сейчас он находится в одиночестве. Он не знает, куда ему идти и что делать. У него сейчас такое состояние, и он не видит, куда ему идти. Может быть, он сейчас уединился, решил побыть один. Он понимает, что где-то в прошлом нужно искать свою звезду. Где-то в прошлом он что-то потерял, да? Потерял свое направление. А сейчас он не знает, что ему делать, куда идти. Вот так вот выходит. Может быть, он это и хотел бы вам сейчас сказать. Следующий король – это король Пентаклей, земной стихии. Здесь он рассказывает о том, что в принципе у него все хорошо. Может быть, у него есть какая-то уже императрица, богатая может быть женщина, которую он любит, может быть, это женщина вы. И он хотел бы сказать, что он идет к любви. Он любит, и у него все хорошо, ему комфортно, он, может быть, даже что-то оставляет и идет к любви. Он хочет быть успешным, он хочет быть любимым, да, вот этот человек идет навстречу любви. Следующий король, король водной стихии. И у него, может быть, он отмечает сейчас что-то, да, какой-то праздник. Какой-то праздник может быть связан с каким-то мужчиной, с рыцарем каким-то, да, другом. Может быть, также перемены у него какие-то. Перемены, связанные с его какими-то обязательствами, контрактами, с тем, что он любит, идут какие-то перемены. В принципе, перемены неплохие. Но мы будем смотреть дальше. В семье могут быть перемены у него тоже. Так, мы королей же смотрим, да? И еще один король огненной стихии у нас где-то тут. Если я его не пропустила, да? Нет, не пропустила. Вот он. Король огненной стихии, он хочет взять ответственность, возможно, за своих детей. Может быть, за кого-то, кто младше его, хочет взять ответственность, да? Может быть, чем-то помочь хочет.
Хорошее намерение у короля жезлов, и видно сразу уже, что этот человек достойный. Ну, мы посмотрим дальше. Итак, король мечей. Что бы он хотел вам сказать сегодня? Я, наверное, разложу сейчас карты, а потом будем смотреть. Это будут небольшие раскладики такие, как я обычно делаю. Итак, он, возможно, сейчас от вас отдалился. Он хочет побыть один, ему нужно принять решение, потому что его что-то гложет. У него что-то вот такое, что прошлое его какое-то, может быть, как с вами поступило или что у вас произошло, его гложет. Он себя обвиняет в чем-то. Он хотел бы все исправить, начать действовать, но пока он думает, что нужно уединиться, принять какое-то решение. У него есть возможность действовать, меч у него тут есть в руках. Но возьмет ли он его в руки и будет ли действовать? Да? Пока он хотел бы вам сказать, что ему нужно побыть одному. Он хочет побыть один, прежде чем, возможно, начать действовать. Что у него сейчас? Ну, вот у него зависимость. Есть у него зависимость от финансов, возможно, от каких-то лиц, с которыми приходится сталкиваться в его жизни. Может быть, он по работе или в семейных отношениях, в личных отношениях с кем-то постоянно в конфликте. Это не такой сильный конфликт и не такой серьезный. Может быть, он вам рассказывал о каких-то там сильных конфликтах, но здесь карты мне показывают, что нет, это не такие серьезные конфликты. И здесь конфликты могут быть связаны с финансами, с тем, что если он работает с кем-то из родственников, у него могут быть какие-то вот такие конфликты, которые на самом деле не просто перебранки, обычные семейные конфликты. И ничего такого, чтобы он, например, уединился от них. Это все он зависит от этого. Он живет и зависит от этих вот конфликтов, он к этому привык. Здесь я не вижу, что он собирается скидывать эти оковы. Он собирается также в таком же ситуации жить. То есть если у него конфликты, связанные по работе или еще где-то с родственными отношениями, он все это терпит. Он все это терпит и не снимает. Вот он так живет. Вот у него сейчас такие моменты, то, что он и, может быть, на кого-то обижается, кто ему там какие-то, которые ему что-то, может быть, говорят, может быть, он и обижается на что-то, но он к этому привык, он ничего не делает и не освобождается от этих привязок, да, вот от таких людей в своей жизни. И его намерение к вам я хочу посмотреть. Ну, у него есть на самом деле к вам намерения, и достаточно серьезные. Он хотел бы перемен в любви, он хотел бы дать вам весточку какую-то. Он вас видит в качестве верховной жрицы, и, возможно, он вас спрячет от других людей. Он, может быть, хотел бы с вами именно отношений, но лишь на ночном уровне. Здесь других уровней пока я не вижу. Может быть, где-то он хотел бы перед вами за что-то извиниться, но в любом случае он хотел бы любви, он хотел бы перемен в ваших отношениях, в вашей любви. Ну, давайте посмотрим еще одну карту. Замечательная карта, и это карта победителя. То есть, скорее всего,
ваши отношения победят. Скорее всего, этот человек сможет освободиться от дьявольской зависимости, связанной с какими-то третьими лицами в его жизни, от каких-то зависимостей финансовых, возможно. Здесь у него появится возможность, у него уже здесь, я говорила, есть этот меч, скорее всего, он начнет действовать. Он станет победителем, он начнет действовать, он будет, может быть, завоевывать вас. Но пока как бы здесь именно вот на таком уровне, не на том, что вы уже будете строить какую-то семью, а пока на начальном это все уровне. Вот таким вот образом. Вот это он хотел бы рассказать, что в итоге он будет бороться, он будет стремиться быть в ваших глазах победителем. У него обязательно это получится. Карта очень хорошая в итоге вышла. Следующий король — это король Пентаклей. И мы у него спросим, чтобы он сейчас... Так, может быть, этот король сейчас думает о поездке какой-то, да? Так, что бы этот король хотел сегодня вам сказать? Я вначале разложу. Так, здесь больше вышло. Ну, хорошо, я возьму больше. Может быть, поясняющая карта вышла. У него сейчас тяжелые какие-то обстоятельства, может быть, суды, может быть, тяжелые обязанности, обязательства, да, которые ему нужно пройти в своей жизни, прежде чем будет все хорошо. И здесь это может быть связано с какими-то серьезными вещами в его жизни. Карта колесницы — это очень опасная карта, может быть, да, и вот то, что пока вылетела поездка, может быть, он отправляется куда-то, и сейчас ждет его какой-то опасный переезд, да. Но это все потому, что ему нужно этот крест свой нести. Может, это связано также с судами какими-то, да, ему нужно нести какие-то обязательства перед кем-то. Ну что ж, вот такой момент, что у него сейчас. Он как бы начинает новый путь. Новый путь, у него колесо фортуны повернулось где-то, да. Может быть, это связано с детьми или с какими-то новостями. Но он туда не смотрит, он не видит колесо фортуны, он не видит, куда поворачивается колесо фортуны, вот в чем момент. Он от этого всего отвернулся и хочет вообще обнулить свою жизнь. Он, может быть, хочет что-то завершить в своей жизни. Не зря такие здесь карты, да, то есть здесь либо он будет эти обязательства на себя брать и идти, либо просто захочет просто от них отказаться. Сейчас он думает над этим, нужно ли ему что-то завершать в своей жизни, или же прикинуться, может быть, где-то таким, ну, наивным дурачком, да, вот он думает, как правильно ему себя вести. И потому что сейчас у него ситуация достаточно тяжелая, и он думает просто, как себя вести сейчас в этой ситуации. Либо все бросить, либо притвориться таким вот глупеньким, да, может быть, что все бросить и начать новую жизнь. Какие у него к вам намерения?
борьба. Здесь идет постоянная борьба. Опять эта карта одна осталась, да? Какая-то борьба, какие-то перемены, связанные со страстью, может быть, обман здесь где-то был, присутствовал, да? Но он хочет перемен, хочет, вот если это связано с обманом, кто-то кого-то предал, тут такое может быть, и все это, ну, как бы касаемо страсти, может быть, каких-то, возможно, рабочих вещей тоже, на работе может быть что-то такое. Речь сейчас идет о вас. Просто все это, оно вместе может влиять на его поведение. И здесь он хотел бы страсти с вами, но есть проблемы, которые, возможно, пока нерешимые, потому что нужно что-то предпринять, от чего-то освободиться, с кем-то бороться, для того, чтобы, например, вашу страсть возобновить. Вот здесь такая атмосфера. Он хотел бы перемен, он хотел бы дать о себе знать и хотел бы перемен в ваших отношениях. Но здесь его очень многое держит, да, вот эти обязательства, какие-то суды или кармические уроки серьезные, которые он проходит в жизни, они мешают быть вам вместе, например, да, или ему делать какие-то шаги в вашу сторону. Здесь так вот. Ну, что в итоге? Ну, здесь нужно выбирать. Здесь нужно принимать решение. Он пока не видит, в какую сторону идти. Вот я уже говорила, слишком тяжелые обстоятельства жизненные сейчас его окружают, на него навалились, он не знает, в какую сторону ему идти. Не знает, что ему выбрать. Вот. Таким вот образом. Давайте следующего посмотрим. Следующий король — это король водной стихии. И что бы он хотел сегодня вам сказать? Давайте посмотрим. Вы можете смотреть на 2 мужчин, на 3, на 4, можете как угодно, да, как вам нравится. Так, что бы он хотел вам сказать сегодня. Здесь хорошие карты очень выходят. Они говорят о том, что он выбирает любовь. Он хочет отправиться к любви своей, может быть, начать новый уровень в отношениях. И он также хочет перемен в любви. Он хочет дать о себе знать. Он хочет быть рыцарем любви. Вот он хотел бы вам это сказать. А что у него сейчас? Какие замечательные карты. Он в чем-то победил. Он победитель, он император, да? Он кого-то, может быть, победил. Или в каком-то суде выиграл суд, да? Вот, то есть он победитель. И сейчас он на коне. У него все сейчас хорошо. А так какие намерения к вам у него? Давайте посмотрим. Если это вы, верховная жрица такая, да, как правило, в классическом подходе по картам Таро, там верховная жрица означает сигнификатор женщины, и здесь карты показывают, что вы у него есть. Но ему нужно принять какое-то решение, которое ему сложно принять. Принять решение относительно того, как возможно возродить ваши отношения, или нужно ли их возрождать все-таки, или не нужно. Ну, он хотел бы их возродить, но он не знает, как это сделать. Он не знает.
Он прячет то, что вы у него есть на сердце, то, что он хотел бы с вами нового этапа, нового уровня в ваших отношениях, но и собирается идти навстречу любви. Но есть сомнения, есть то, что нужно где-то сделать выбор и что-то закончить в его жизни. Возможно, ему где-то нужно поставить точку. Ну, я не буду уточнять, на чем он здесь хочет поставить точку. Но здесь карты также говорят о трансформации, то, что у него вот этот период, где вы, может быть, молчите друг с другом или не разговариваете, это период, когда вы проходите трансформацию в ваших отношениях. Но вот будет ли он возвращаться или нет, это под вопросом пока, потому что карта двоек двойственная, и может пойти так, может пойти по-другому. Здесь все-таки есть определенные моменты, скрытые мотивы, возможно. И давайте посмотрим итог. Карта страсти, карта появления новой энергии. Да? Обязательно вы найдете ключ к вашей страсти. Смотрите, здесь дверной замок даже показан на этой карте. И этим, ну, как бы, тузом вы откроете обязательно. Вы найдете тот путь, ту дорогу, по которой вам нужно будет идти. Он обязательно найдет этот путь. Его страсть приведет к любви, к любимой женщине. Это к вам, да? Вот так вот. Давайте дальше посмотрим. И еще один король, король жезлов, король огненной стихии. И посмотрим, что бы он хотел сегодня вам сказать. Вышла еще одна, но ничего страшного. Итак, что тут у нас такое? У него есть женщина, королева жезлов, да, он не один. Может быть, это королева жезлов, это его любимая женщина, которая смотрит сейчас этот расклад. И здесь рядом карта смерти. Она показывает на то, что перемен особых не будет, связанных со страстью, да, потому что жезлы — это огненная стихия. Это страсть, которая есть между людьми. Здесь также может показываться молчание, закрытость от вас, от женщины своей страсти. Почему это получается, мы не будем смотреть, ну просто он сейчас хочет закрыться. Он от вас хочет закрыться и закрывается. Это ему нужно, эта карта не просто так выходит. Эта карта может показывать не только закрытие, но и обновление. Человеку нужно побыть одному, побыть наедине, отдалиться где-то для того, чтобы потом изменить что-то в отношениях или начать все заново. Вот это у него сейчас то, что он хотел бы сказать, что на сердце есть у него вы, его королева жезлов, но ему нужно побыть одному. Что сейчас? Одному побыть, опять карта отшельника выходит, да, он хочет, он не знает, нужно ему воспользоваться шансом или в любви, или нет, нужно ли выводить отношения на новый уровень или нет. Он пока этого не знает, он пока это не решил. Он раздумывает сейчас над отношениями, над любовными отношениями в своей жизни. Он над этим раздумывает и просто закрылся от вас, от всех. И один, сейчас один. Какие у него будут в будущем намерения к вам?
возродить ваши отношения. Это однозначно. Он помнит все, что было между вами в прошлом, в этот замечательный период, когда было между вами все хорошо. Вы у него в прошлом где-то, он вас очень сильно вспоминает, все радостные события. Вы для него тот вот яркий свет, да, который во тьме, в его жизни. Вот тот свет, который ему где-то вот как подарок был в прошлом. И здесь карты говорят, что он собирается действовать по справедливости. Если нужно, он преклонит перед вами колени. Если нужно, он извинится перед вами. Вот такой вот момент. Еще одна карта. Карта хорошая, говорит о том, что будут резкие перемены в вашей жизни, и у вас, и у вашего мужчины будут изменения, которые приведут к исполнению ваших желаний. У вас резко изменится ваша жизнь. Это может быть посредством какого-то известия, письма, будет резко меняться все и в лучшую сторону. Вот такие небольшие раскладики. Ставьте лайки. Если кто хочет, может подписаться, кто не подписан. И всего вам доброго, до новых встреч. До свидания.